Сегодня поговорим о том, что вреднее – белый сахар или белая мука. Когда я говорю о сахаре, я имею в виду тростниковый сахар, не свекольный, и самую обычную пшеничную муку. Свекольный сахар содержит ГМО, так же, как и высокофруктозный кукурузный сироп, а вот тростниковый сахар нет. Далее, гликемический индекс этого сахара 63, а у муки 71. Получается, белая мука вреднее сахара. Но что касается выброса инсулина, и то, и другое приводит к схожим последствиям. Это приведет к лишнему весу, особенно на животе, а чрезмерное употребление, в конце концов, к жирной печени. Среди осложнений преддиабет, инсулинорезистентность, потом диабет, высокий холестерин и далее по списку. При производстве белого сахара отбеливатели не используют, а вот муки используют. Когда производят сахар, берут тростник и забирают из него витамины, макро- и микроэлементы. Получается в итоге то, что называется патокой. А то, что остается, это белый сахар. То есть белый сахар — это чистый углевод, без питательных веществ. Проблема в том, что употребление концентрированного белого сахара без питательных веществ истощает их запасы в организме, поскольку для усвоения этого сахара ему нужны эти витамины и элементы. То есть, если в еде их нет, телу приходится обращаться к своим запасам и брать оттуда, чтобы сжигать этот сахар. В результате дефицит калия, дефицит магния, дефицит В1 и дефицит кальция. В случае с мукой, когда ее очищают, из нее извлекают витамины, а также макро- и микроэлементы, а вам достаются чистые углеводы без макро- и микроэлементов и витаминов. Однако белую муку часто обогащают, то есть в муку добавляют некоторые искусственные витамины, а также железо. Но совсем не то железо, которое вам нужно. И эти так называемые питательные вещества вызывают проблемы, особенно если у вас проблемы с железом, а они есть у многих. Избавиться от железа очень трудно. Обычно тело его накапливает, и его трудно вывести. Так что, если вы едите пищу с неподходящим железом, оно может накапливаться, создавая много проблем. С мукой используют улучшители теста, благодаря которым тесто быстрее становится хлебом, выпечкой и так далее. Также при изготовлении муки используют отбеливатель — бензоилпероксид, а он соединяется с некоторыми белками в пшенице, например, с глютеном, образуя при этом аллоксан. Аллоксан используют в опытах над крысами. Когда грызуны съедают аллоксан, он убивает клетки поджелудочной железы, которая производит инсулин, а у крыс развивается диабет первого типа. Я не утверждаю, что у людей это приводит к тому же. Только у мышей и еще, возможно, у хомяков. Поэтому, чтобы уберечь своего хомячка или песчанку от аллоксана и диабета первого типа, ни в коем случае не кормите их белой мукой, отбеленной бензоилпероксидом, а то потом придется колоть им инсулин. Итак, вот огромный минус белой муки. Бромат калия. Он запрещен в Европе, Китае, Бразилии и Канаде, но не в США. Как известно, он вызывает рак у животных. Его добавляют в муку, чтобы добиться идеальной текстуры теста при изготовлении маффинов, выпечки и круассанов. Но за это приходится расплачиваться. И не будем забывать о глютене. У стольких людей проблемы с глютеном. Он может вызывать аутоиммунные заболевания и кишечные воспаления. Как видите, если сравнивать сахар с мукой проблем гораздо больше, чем с сахаром. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новых видео.